Здравствуй, дорогой мой зритель! Хочу предложить вашему вниманию рогалики с яблоком и корицей и маковой начинкой. Для начинок из яблок и корицы нам понадобится яблоко среднее 3 штуки, сахар 5 столовых ложек без горки, лимонный сок 1 чайная ложка, корица 1 чайная ложка, крахмал кукурузный 1 чайная ложка с горкой, сахар 2 столовые ложки для посыпания начинки. Маковая начинка готовая, 120 грамм плюс 50 грамм теплой воды. Для теста нам понадобится молоко жирностью 3,2% 200 мл, сметана 1 столовая ложка, сливочное масло 180 грамм, мука 500 грамм, сахар 1 столовая ложка, яйцо 1 штука, дрожжи 11 грамм, яйцо 1 штука для смазывания выпечки. В емкость наливаем теплое молоко и добавляем 1 столовую ложку сахара и все перемешиваем. Далее добавляем 1 столовую ложку сметаны с горкой и все перемешиваем. В емкость с молоком и сметаной добавляем дрожжи и всыпаем постепенно частями 125 граммов муки, постоянно потихоньку взбивая венчиком. Далее опару накрываем полотенчиком и убираем в теплое местечко на 25-30 минут, для того чтобы опара поднялась. Тем временем берем готовую маковую начинку 120 грамм, высыпаем в тарелку и добавляем 50 грамм теплой воды 30-40 градусов. Перемешиваем и даем постоять в теплом месте 30 минут. Тем временем берем яблочки, мелко их режем, добавляем к ним лимонный сок. Также добавляем 5 столовых ложек сахара и все перемешиваем. В разогретую на среднем огне сковородку выкладываем наши яблочки и постепенно помешивая, выпариваем с них жидкость.
Как только жидкость испарилась, добавляем корицу и крахмал и на медленном огне минут 5 обжариваем до густого состояния. Когда опара подошла, перемешиваем ее. Добавляем яйцо и ванилин и все перемешиваем. Далее добавляем растопленное сливочное масло и также все перемешиваем. Частями сыпем муку, замешиваем тесто. Когда тесто замесили, перекладываем его в посыпанный мукой контейнер и даем ему отдохнуть в теплом месте 30-40 минут. По истечению времени тесто увеличилось в 2 раза. Обминаем его. Делим тесто на 6 равных частей в виде шариков. Каждый шарик раскатываем в круг и ножом делим на 8 треугольничков. На широкую часть выкладываем примерно четверть чайной ложки джема. Количество джема зависит от размера рогаликов. И сверху джема посыпать сахар. Свернуть тесто с начинкой рулетиками-рогаликами.
а маковую начинку намазать сверху по всему треугольничку. И также свернуть тесто рулетиками-рогаликами. Противень застелить пергаментной бумагой, посыпать слегка мукой, выложить на него рогалики. Выпекать рогалики в духовке предварительно в разогретой до 180 градусов, примерно 20 минут. Далее вытащить их, смазать взбитым яичком и поставить в духовку еще на 10 минут. Вкусные рогалики готовы. При желании рогалики можно посыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития! Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал. Вам не сложно, а мне приятно. Спасибо за просмотр. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем пока! До новых встреч!